Всем привет! Меня зовут Александр Петров. Я из группы Alex Ursus. Сегодняшний обзор посвящаю гитаре S-Yairi YM 16-N. Эта гитара у меня появилась недавно. Я уже успел на ней поиграть. Даже один концерт. Один концерт? Один концерт уже даже на ней отыграл. Где-то полуторачасовой, да. Есть что сказать. Гитара это не новая, она привезена из Японии. Где у кого была, понятия не имею. Могу прочитать только, что она сделана в 2012 году, 4 февраля. Если верить японской традиции, сначала писать год, а в конце писать месяц, наоборот, в отличие от нашего, то она сделана именно в 2012 году. А если они написали по европейским или американским стандартам, тогда она сделана в 2002 году. Точно никто не знает. Я когда спрашивал продавца, он мне сказал, что она вообще сделана в 2006 году. Даже не посмотрел на эти даты. Но это ладно, неважно. Гитара, чем она меня привлекла? Она при своих материалах, довольно простых, звучит очень хорошо, практически как массивная гитара. Я вообще играю, часто бывает, какие-то песни, то есть у нас не все песни в ансамбле играются, то есть какие-то песни я сам играю один. И мне нужно, чтобы мелодическая линия, аккомпанемент, если вы смотрели предыдущее видео, вы уже обо всем этом знаете, чтобы они друг друга не перекрывали, чтобы ни мелодия не торчала, ни аккорд не забивал песню, чтобы все звучало ровненько, чтобы каждая нотка была круглая, отдельная и хорошо звучала. Только тогда можно достичь именно гармонии песни на сцене. Это очень-очень важный момент. А потом нужна была гитара обязательно небольшого размера. Большие у меня есть, я их беру на какие-то поездки, на какие-то концерты. А маленькую удобно взять в какой-нибудь клуб, об этом я уже тоже говорил. Например, поехать за Волгу, можно поехать в другой город, в плацкарте спокойно, то есть гитара вам никак не помешает. Не знаю, можно ли взять ее вручную класть в самолет, понятия не имею, но если кто-то знает, вы обязательно пишите, просто мне интересно, пройдет, нет? Давайте по конструктиву расскажу. Гитара сделана из фанеры, из какой-то прессованной, потому что структуры не видно абсолютно на торцах. Зад, я так понимаю, это у нас какое-то красное дерево, фанера из красного дерева. Верх, я так думаю, что это ель и желтый лак сверху. Из красного же дерева сделан гриф, накладка и бридж. Это палисандр, это отчетливо видно. Причем палисандр отборный, очень красивая структура, практически такой темный ровный цвет. Кто занимается гитарами, кто их любит, тот понимает, о чем я говорю. Кант сделан из пластика, насколько я вижу. И есть маркеры на стандартных ладах. Да, гитара к 12 ладу. Форм-фактор гитары это, я так понимаю, парлор, но уменьшенного размера. Мензура здесь 589 миллиметров. Гитара строит отлично, никаких проблем нету. Конечно, сначала она так не строила. Дело в том, что на ней стояли высокие порожки. Все это было не так отстроено, как надо. Поэтому я и думаю, что все-таки на ней играл не профессионал, а именно какой-то домашний музыкант. Дома человек держал гитару для себя, играл. Я все это отстроил, отнес в мастерскую, здесь у нас в Самаре. Нижний порожек сделан из кости. Я считаю, это эталонный материал для нижних именно порожков. Он замечательно передает звук. Верхний порожек из камня. Почему из камня? Потому что он намного тверже, чем кость. И канавка не будет вырабатываться. И, соответственно, струна не начнет заедать, как это бывает
Бывает такая проблема, особенно третья струна, она заедает. То есть настраиваешь, тянешь струну, напряжение увеличивается за порожком, а порожек не тянется. Вы играете какой-то аккорд, и строй вообще убегает куда-то. Это бывает с пластиковыми порожками, бывает даже иногда с костяными, но вот камень, насколько я вот пробовал, он этой проблемой не страдает. Так, колки. Колки у нас здесь стояли корейские, Jinho. Выглядит как вот обычные, которые, знаете, фирма Marvel есть такая, она все ставит. Я в предыдущих видео говорил об этом. Такие. Я их на парлорах не люблю, закрытого типа вообще. Я всегда ставлю открытого типа вот такие Wilkinson, такие маленькие гитары. Мне очень нравится. Это полностью металлические колки. У них нет никаких пластиковых деталей, и они регулируются. Просто подтягиваю вот этим вот, подтягиваю вот этот болтик верхний. Все там можно отрегулировать как надо прям вам. Так. Электроника здесь я поставил точно такую же, как на ту гитару с предыдущего обзора. Называется она Shadow. Такая модель. Замечательно себя зарекомендовала. Помимо пьезодатчика здесь есть микрофон. Два входа для джека. Верхний вход комбинированный, нижний это только пьезо. Это для каких-то определенных случаев, для записи там. Когда вы, например, зачем нужен вот этот пьезик? Например, вы накладываете какие-то сэмплы и в последующей обработке. То есть, и вот этот звук микрофона, он, конечно, может загубить вам всю мелодию. А пьезо, он такой уже ровненький, он такой плоский, и он хорошо впишется в этот сэмпл ваш, скорее всего. Что же вам еще сказать? Гитара мне вообще очень понравилась. Тем, что она замечательно строит, удобно на ней играть. И никаких проблем нету. Если, например, ее сравнивать с теми же гитарами китайскими, например, даже массивными, то вот на мой взгляд она звучит лучше.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на все ресурсы, ссылки будут в описании. Вступайте в группу нашей группы. Алекс Урсус она называется. Ссылка тоже будет внизу. В общем, давайте увидимся. Пока.